Они, наконец, нашли его. Существо, которое бродило по австралийской глуши, стояло прямо перед ними. Шерстистое животное спотыкалось под тяжестью массивной спутанной шубы, которую оно носило. Настало время поймать его. Только тогда они могли увидеть, что скрывается под всей этой шерстью, и, что важнее, помочь спасти его жизнь. С тех пор, как из-за карантина закрылись парикмахерские, у большинства людей был хотя бы один неудачный момент с прической. Но не каждый день стрижка может действительно спасти жизнь. Именно с такой ситуацией столкнулись спасатели животных в 2021 году. Впрочем, в прямом смысле они сами не были в беде. На самом деле это даже не был человек. Люди заметили, как существо шаталось по одному из общественных парков штата Виктория в Австралии. Судя по состоянию его шерсти, казалось, что оно было там годами. Когда спасателям наконец удалось поймать его, животное было, по сути, большим комком свалявшейся шерсти. Итак, что это было? По сообщению команды приюта Эдгар Смишн на Facebook, это вовсе не был какой-то австралийский йети, на самом деле это была овца. Они дали ей имя Барак. Бедняга едва видеть мог, потому что шерсть закрывала почти все его глаза и тело. Виднелись только ноги и немного морды. Опекун рассказал, что шерсть стала такой густой, что Барак еле-еле справлялся с питанием, поедая только траву. И после всего того времени в дикой природе его шерсть вобрала в себя все, что только можно вообразить. Веточки, землю, даже насекомых. С такой прической неудивительно, что Барак выглядел несколько смущенным. Так кто же помог ему? Это был приют для сельскохозяйственных животных Эдгар Смишн, некоммерческая организация. На их веб-сайте объясняется, что в Австралии сельскохозяйственные животные не всегда защищены законами против жестокого обращения, поэтому приют был основан в 2003 году. В наши дни деятельность Эдгарса «Миссия» охватывает более 150 акров в штате Виктория, где они заботятся о самых разных спасенных сельскохозяйственных животных. Они говорят, что их цель – помочь людям стать более сострадательными посредством экскурсий, образовательных программ и общественных инициатив. Поэтому, естественно, когда Бараку понадобилась помощь, они были полностью вовлечены. Но почему ему вообще понадобилась спасательная операция? Оказалось, что дикие овцы, называемые мулонг, раньше линяли один раз в год. Эта естественная линька не давала их шубам становиться неуправляемыми. Но благодаря поколениям селекции это изменилось. На протяжении тысяч лет люди разводили овец с целью увеличения количества шерсти. Со временем домашние овцы утратили способность естественным образом сбрасывать свой покров. Теперь они зависят от людей, которые должны состригать их. В противном случае их шубы продолжают расти, как у Барака. Именно поэтому иногда появляются истории об овцах с дикой, чрезмерно отросшей шерстью. И если вы следите за новостями о животных, возможно, Барак даже не первый, о ком вы слышали. Возьмем, например, Шрека. И нет, не агрозеленого героя, который забавно вообще без шерсти. Овца Шрек стала небольшой знаменитостью в 2005 году, когда люди заметили его в Новой Зеландии, покрытого шерстью с головы до ног. Шрек умудрялся избегать поимки более 6 лет, прежде чем спасатели наконец поймали его. И с тех пор, как его впервые увидели, он стал своего рода национальным символом в Новой Зеландии. Шерсть Шрека была не просто большой, она была огромной. В репортаже газеты The Guardian 2021 года говорилось, что в среднем у овцы около 9,7 фунта шерсти, из которой можно сделать примерно 8 свитеров или более 60 пар носков. Шрек же носил шубу весом более 59 фунтов.
Если вам любопытно, что из этого можно было бы сшить, и, признаемся, это любопытно, шкура Шрека могла бы быть прядена на 47 свитеров или почти на 380 пар носков. Шрек не был единственной овцой, ставшей легендой по шерсти. Хотя его уже нет в живых, его все еще помнят, особенно на родине. Поэтому, когда появились новости о Бараке, новозеландская телекомпания ТВЕНЗ, телевизион Новая Зеландия, не могла не вспомнить своего пушистого чемпиона. Один заголовок даже гласил: «Потерянная австралийская овца возвращает воспоминания о нашем собственном Шреке». У Тасмании тоже был свой беглец, покрытый шерстью. Овцу по имени Шон нашли фермеры Нетти и Питер Хассел после того, как он свободно бродил по их угодьям. Как и Шрек, Шон оставался непойманным более 5 лет. Когда его, наконец, постригли в 2014 году, его массивная шуба попала в заголовки по всему миру. В том же году газета The Guardian отметила, что стрижка обычной овцы занимает около 2 минут. Преображение Шона заняло целых 20 минут. Шерсть, которую он тащил на себе, весила более 50 фунтов. Хотя это было и не так много, как у Шрека, этого было достаточно, чтобы сделать 35 свитеров или около 280 пар носков. Нетти рассказала радио ABC, что планирует показать шерсть Шона в дороге, демонстрируя ее на сельскохозяйственных ярмарках. «Шон отправится на наш избалованный поддок», сказала Монна Евусия, и, вероятно, появится с несколькими гостевыми выступлениями по всему штату. Примечание. Слово «поддок» сохраняется как наименование части фермы. Есть еще один шерстистый тяжеловес, о котором стоит рассказать. В отличие от других, его имя было довольно обычным. Крис. Эту австралийскую овцу обнаружил турист в 2015 году глубоко в буше. К счастью, в дело вмешалось Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными Royal Society для Prevention of Cruelty to Animals, прежде чем наступило лето и положение ухудшилось. Шерсть Криса выросла настолько огромной и тяжелой, что ему потребовалась экстренная стрижка, чтобы выжить. Иэн Элкинс, профессиональный стригаль овец и многократный национальный чемпион, взялся за эту работу. И это была нелегкая задача. На самом деле это оказалось рекордным. Во-первых, сама стрижка заняла полных 45 минут, что сделало ее самой продолжительной стрижкой овцы, когда-либо зафиксированной. И, во-вторых, Элкинс снял с Криса почти 90 фунтов шерсти. Да, 9-10 фунта. Трудно себе представить, но по сравнению с другими овцами Крис находился совсем в другой лиге. Такое количество шерсти, почти 90 фунтов, соответствует более чем 70 свитерам или ошеломляющим 574 парам носков. И правильно постриженный Крис изменил не только свою судьбу, но и всю жизнь. Томми Вент из Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными сказал газете The Guardian в 2015 году, что Крис превратился из робкой овцы в ту, которая действительно начала тосковать по объятиям. После спасения Крис провел остаток своих дней в приюте Little Oak Sanctuary в Новом Южном Уэльсе. К сожалению, он умер в 2019 году. Его опекуны опубликовали трогательное сообщение в интернете. «Мы разбиты из-за утраты этой милой, мудрой, дружелюбной души». Затем, конечно же, появился Баракна и еще одна овца, найденная в опасно похожем состоянии. Но как его история соотносилась с теми шерстяными легендами, что были до него? И что именно скрывалось под всей этой шубой? Оказалось, были некоторые неожиданные и не очень приятные сюрпризы. Пэм Ахерн, основательница Эдгар's Mission, в 2021 году поговорила с BBC, британской вещательной корпорацией, о том, что они нашли. Он был как большой гриб из шерсти, и он не мог стоять.
вспомнила она. Шерсть была настолько тяжелой, что даже опускала ему веки, в ней была грязь, песок, трава. Все это было там заперто, неизвестно как долго. Было ясно, что Бараку крайне необходимо состричь шерсть, но удаление такого количества шубы не обходилось без риска. Пока мы снимали шерсть, мы все время следили за его частотой сердечных сокращений, сказала Ахерн, на всякий случай, если у него случится инсульт или сердечный приступ. И пока они заботились о нем, команда заметила еще кое-что. Барак не всегда был дикой овцой. Кайл Барон, один из спасателей Эдгарса Миссия, объяснил газете The Guardian, что Барак когда-то был помечен ушным жетоном. Похоже, эти ярлыки были сорваны плотной спутанной шерстью вокруг его морды. Барон сказал, что это был не единственный намек на прошлое Барака. Он также по всему был подвергнут процедуре мулет. Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными отмечает, что эта спорная процедура включает в себя удаление кожи вокруг хвоста овцы. Она используется для управления генетическим дефектом у овец породы мерино, который вызывает кожные складки, которые могут привлекать мушек. Но сама процедура часто бывает болезненной. В итоге то, что обычно занимает пару минут, растянулось для Барака на целый час при стрижке. Но как его шерсть соотносилась с шерстью Криса, действующего чемпиона-тяжеловеса? Почти схожий, но рекорд по-прежнему держал Крис. Шерсть Барака весила 77 фунтов, что чуть меньше рекорда Криса в 90 фунтов. Если бы она была в хорошем состоянии, такое количество шерсти можно было бы превратить примерно в 61 свитер или почти 490 пар носков. Но в случае с Бараком все обстояло иначе. В своем интервью Ахерн объяснила почему. Когда репортер BBC спросил, сколько шуб можно было бы сделать из этой шерсти, она просто рассмеялась. «На самом деле немного, Селва», — сказала она. Местный клуб даже спросил об использовании шерсти, но ей пришлось отказать. Она была настолько длинной и с примесями травы, веточек и сучьев. Ахерн сказала, что часть шерсти вокруг шеи Барака была настолько свалявшейся, что напоминала плотный фетр. Нам было действительно трудно ее снять. Так что нет, она не годилась для одежды, но это ясно говорило о том, какой упрямой и решительной была эта овца. После того, как всю шерсть сняли, Барак выглядел совершенно иначе. Это также наглядно показало, насколько опасно для овец породы мерино оставаться неостриженными. Барак был в ужасном состоянии. «Он был серьезно истощен», — сказал барон газете The Guardian. Ахерн поделилась дополнительными подробностями в своем интервью. «Он и так с трудом находил еду в лесу», — сказала она, но с такой густой шерстью, закрывавшей глаза, он едва видел. Это только усугубляло ситуацию. А как насчет воды? Пост в Facebook Эдгарс Mission 2021 года гласил, что Барак выжил, питаясь водой из луж, на которые он наталкивался, хватаясь за любую возможность утолить свою сухую глотку. В дополнение к недовесу и покусу у Барака была рана около глаза. Длинное острое семя травы застряло там во время его странствий в одиночестве. И это было не одно семя. Десятки и десятки этих маленьких, но упрямых семян внедрились в его кожу, поделилась команда Эдгарса Mission. Хорошая новость в том, что Барак попал в лучшие руки. Команда обработала его раны, привела его в весе в порядок и подарила ему спокойную новую жизнь в приюте. «Сейчас у него действительно все хорошо», — сказала Ахерн BBC. «И неудивительно, что он стал на 77 фунтов легче. Но больше того, чем просто физическая ноша, снятый эмоциональный груз. Как написали в Эдгарс Mission на Facebook, больше он не будет бороться за еду и убежище, больше он не будет во власти хищников или капризов стихии, и больше он не будет забытым. У Барака теперь даже здоровый аппетит»,
Он принялся за поедание сухой травы и зерна, сказала Ахерн, что для овцы довольно необычно. Но и на этом изменения не заканчиваются. Он также обрел несколько новых друзей. Сейчас Барак живет среди других овец в Эдгарс Мишн, где он учится просто быть овцой снова. «Это одна из прекрасных вещей», — сказала Ахерн. «Он среди своих, и он может учиться у них». Одна из этих овец — Хлоя, 6-летняя овца, которая помогает направлять новичков. Она показывала Бараку азы в обновлениях на Facebook. Эдгарс Мишн поделился вдумчивым посланием, вдохновленным путешествием Барака. Видя, как животные вроде него обретают смелость и волю жить снова, побеждая вероятность, мы вспоминаем, что каждое существо на этой земле хочет, нуждается, заслуживает и отвечает на доброту. Если мы можем жить счастливо и здорово, одновременно проявляя доброту к другим, почему бы не делать этого? Спасибо за внимание. Если эта история тронула вас, не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться, чтобы увидеть больше вдохновляющих спасений животных, подобных историям о Бараке.